Привет! Это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. У тебя есть спичрайтер. Мне кажется, спичрайтер нужен тем, кто не хочет, чтобы его тексты совпадали с ним самим. Ну, знаете, такие истории, где читаешь какой-нибудь пост и думаешь, блин, вот это человек, вот это мозги, вот это речевые обороты. Влюбляешься. А потом видишь кружочек в Телеграме, на котором и думаешь, классный у него спичрайтер. Мне бы такого. Ответ на вопрос – нет. У тебя много друзей? А сколько у нас мушкетов? 4. Я думаю, это классическая четверка, хотя выпивают все время на троих. Ну да, наверное, 4 друга – это идеальное, комфортное состояние для мужской дружбы. Правда, эти четверки, конечно же, с годами меняются. Ну, я поддерживаю отношения с друзьями прямо еще из детства. Из далекого-далекого детства. Что будет, если загнать тебя в угол? Философский вопрос. Как-то меня однажды мама поставила в детстве в угол, ну, чтобы я подумал над своим поведением. Так-то я о нем слишком мало думал. И я пальцем расковырял обои и немножко стены. Ну, типа гипсокартоном или как она там была. В советские времена гипсокартон. Вообще, когда человек громогласно заявляет «мне не оставили выбора», в одном телефильме очень хорошо сказали «застрелись». Если не заставили, вы не заставили. Не оставили выбора, застрелись. По-моему, очень милая рекомендация. Выбор есть всегда, я к этому. Так что. И из угла тоже. Ты присутствовал на родах? Ну, на своих, да. То есть я не упал с неба, из другой галактики, как может показаться на первый взгляд, да и на второй. На родах своих детей тоже присутствовал. Ну, не в момент прям кульминации. Я думаю, здесь была бы тоже травмочка еще та. Но вот прям до и прям сразу после. Это в первый раз, а второй сразу после. Присутствовал, не присутствовал, не знаю. Ну, в смысле, как это оцениваться по шкале присутствия. Бегаешь ли ты по утрам? Если только опаздываю. Ну, я никуда не опаздываю. Потому что не опаздывает тот, кто никуда не торопится. А я никуда не тороплюсь. Хорошо это или плохо, не знаю. Ну, короче, нет, я не бегаю. Бег – это не про меня. Тихая, размеренная ходьба – это про меня. Трудно ли быть интровертом? Милые мои, нет, я был им сотни раз. Ну, конечно, интровертом быть очень трудно, потому что миром правят экстраверты, они суетливые, болтливые, энергичные. Если пытаться им соответствовать, то можно сдохнуть. И иногда этого очень хочется. Ну нет, иногда очень хочется, чтобы сдохли они. Трудно быть интровертом, поэтому интроверты, держитесь вместе. Но как вам держаться вместе, если вы интроверты? Трудный случай. Короче, берегите себя. Ты ходишь в театр? Мимо театра часто хожу. Но был период, когда я пытался экспериментировать с походами в театр. Но оказался
этот эксперимент не очень удачным для меня. Ну, короче, это не мое. Кино я больше люблю. Да. Поэтому не театр, извините. Что с твоими бровями? Версий несколько. Либо я их опалил, либо я на них вчера приполз. Возможно, что обе причины налицо. Да я не знаю, я как на них внимания не обращал. А есть рекомендации? Что скажут профессиональные бровисты, броу-братья и броу-сестры? Как ты оправдываешь свои плохие поступки? Ну, наверное, фразой из фильма «Здесь курят». Мы все платим посуду. В новой интерпретации, наверное, у меня ипотека. Ну, короче, я вру, как и все. Ну, потому что это первая реакция, чтобы оправдаться. Ну, в принципе, если хочется оправдаться, то, значит, хочется соврать. Потому что никому твои оправдания не нужны. Просто можешь посыпать голову пеплом. Застрелиться, если из предыдущего вопроса. Вообще оправдываться плохо. Не делайте этого. Вопрос от звезды. Так что передать мой король? Передай свой король, что королевская власть – это плохо. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и не забывайте звонить в колокольчик.